Колокольчик зазвенел, когда Стивен Сигал вошел в придорожную закусочную Мэгги. В воздухе пахло кофе и беконом, в углу тихо спорили старики о бейсболе, а несколько дальнобойщиков лениво жевали у стойки. Стивен заказал бургер и черный кофе, устроившись в дальней кабинке. Он любил такие места, простые, спокойные, без лишнего шума. Но покой длился недолго. Дверь распахнулась, и внутрь шагнул великан, массивный мужчина в кожаном жилете с татуированной шеей и тяжелой челюстью. За ним втащились трое его людей. Его взгляд, холодный и хищный, скользнул по залу и остановился на Стивене. «Ты сидишь на моем месте», — прогремел он. Стивен спокойно помешивал кофе. «Здесь много свободных кабинок», — ответил он тихо. Гигант, представившийся Рейзером, сжал кулак и хлопнул по столу так, что чашка подпрыгнула. Смех его дружков слился с напряженным молчанием посетителей. Он схватил Стивена за воротник. «Свали, старик», — прорычал он. Стивен медленно поднял глаза. «Убери руку». Рейзер рванул сильнее, но Стивен неожиданно перехватил его запястье и так резко отвел в сторону, что тот согнулся от боли. Посетители ахнули. Спокойствие Стивена сменилось холодной угрозой. Все поняли, это не просто путешественник, а человек, который умеет драться. Рейзер зарычал и ударил, словно таран. Стивен шагнул в сторону, и кулак противника врезался в стойку, расколов ее. Грохот пронесся по залу. В ту же секунду Стивен отбросил гиганта назад, а когда трое его людей рванулись в атаку, каждый получил по-своему. Один перелетел через табуреты от удара в грудь, другой встретился лицом с музыкальным автоматом, третий оказался на полу, хватаясь за горло. Закусочная замерла. На ногах остался только Рейзер, тяжело дышащий, с кровью на костяшках. Он бросился снова, но Стивен двигался быстро и точно. Удар локтем в спину, кулак в челюсть, и гигант рухнул лицом в стойку. Тишину нарушали только стоны побежденных. Стивен выпрямился, его голос звучал спокойно, но твердо. «Ты приходишь сюда, унижаешь людей и думаешь, что страх делает тебя сильным. Но страх мимолетен. Запомни, если вернешься и снова тронешь кого-то в этом городе, увидишь меня. И тогда милосердия не будет». Он взял чашку, сделал глоток кофе и снова посмотрел в окно. Колокольчик над дверью тихо звякнул, и все в зале поняли. Рейзер выбрал не того человека.